Вот посмотрите, я отрезала кусочек, чтобы показать вам эту нежнятину. Вот такой красавчик. Он очень нежный. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим просто идеальный итальянский десерт, который называется тирамису. На канале уже есть классический рецепт тирамису, который мне прислал наш зритель из Италии. А сегодня же я хочу приготовить не классический тирамису, а тирамису без сырых яиц. Если же вы хотите попробовать классическое, очень вкусное тирамису, то ссылка будет в описании под этим видео, а также появится где-то на экране. Берем 250 граммов жирных сливок, очень холодных, и добавляем сюда 4 столовые ложки сахара. Жирность сливок должна быть 33% и выше, и также очень хорошо их охладите. Даже можно и эту емкость охладить, можно поставить ее в морозильную камеру, и можно венчики тоже охладить, чтобы они были очень холодными, тогда сливки хорошо сбиваются. Для аромата можно добавить ванильный сахар или экстракт ванили. Я добавлю пакетик ванильного сахара. Взбиваем сливки до пышности. Я заметила, что вот такой вот емкости, которая узкая, очень быстро взбиваются сливки, буквально там за 2 минуты уже все готово. Но вы смотрите, не пересбейте, потому что сливки могут расслоиться на сыворотку и сливочное масло. Нам этого не надо, нам нужно гладкие, воздушные, взбитые сливки. Берем 500 граммов сливочного сыра маскарпоне, добавляем сюда 1-2 столовые ложки ликера. Я буду использовать ликер Бейлис. Вы можете использовать какой-то алкоголь по своему вкусу или вообще не использовать. Перемешаем на маленьких оборотах. И добавляем сюда взбитые сливки. Красота! Взбиваем до однородности. Теперь берем печенье, которое называется дамские пальчики или печенье савойярди. Это именно то печенье, которое всегда используется для десерта тирамису. Бисквитное такое, оно очень хорошо впитывает в себя и крем, и кофе. Здесь у меня 200 мл уже остывшего крепкого кофе. 1 секунду с этой стороны, 1 секунду с этой стороны. И выкладываем в форму. Если хотите, можно на 2 секунды окунать, но я люблю, когда не слишком размокшее печенье, поэтому очень быстро стараюсь всегда делать. Печенье савойярди, оно очень такое пористое и буквально сразу же впитывает в себя кофе. Пока я здесь занимаюсь этим интересным процессом, вы же не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им со своими друзьями. Это очень помогает развитию нашего канала. И, конечно же, пользуясь случаем, как всегда, хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам нашего канала. Большое вам спасибо за постоянную поддержку. Выкладываем половину крема. Кстати, можно использовать 500 граммов взбитых сливок и 250 граммов маскарпоне. Тогда крем будет не такой густой и более воздушный. И разравниваем крем. И выкладываем следующий слой. Это очень быстрый и простой десерт, но при этом он невероятно вкусный. Размер формы у меня 24 сантиметра на 24. Теперь смотрите, вы можете просто выложить ровным слоем вторую часть крема, а можно сделать вот такие вот характерные пики, которые я сейчас буду делать. Но сначала я выложу где-то 1/3 крема ровным слоем. И теперь, если у вас есть кондитерский мешок, то просто перекладываем сюда или можно в пакет оставшийся крем. Это по желанию, не обязательно так делать, можно просто выложить ровным слоем сверху. Накрываем вот так вот, то есть я накрываю сверху крышкой, чтобы не испортить пики.
И сверху пищевой пленкой ставим в холодильник хотя бы на 2-3 часа. Если вы хорошо пропитали печенье, то в принципе можно и на час, оно уже все хорошо пропитается и можно будет есть. Можно оставлять и на дольше. Тирамису вообще такой десерт, который вкусен всегда. Если он и ночь у вас простоит, он тоже будет прекрасный, он хорошо настоится, пропитается, печенье станет мягусеньким. Но если вы его сразу хорошо пропитали, то в принципе можно час дать ему постоять, чтобы они там подружились все ингредиенты, и можно кушать. И теперь, когда уже десерт у нас пропитался, можно снимать всю конструкцию, которую я соорудила. Перед подачей сверху обязательно посыпаем какао. Посыпайте непосредственно перед тем, как будете уже подавать тирамису на стол, потому что если оставить вот так вот какао, оно впитает влагу и станет не таким вот красивым, как сейчас. Сейчас это все выглядит как замшевое или бархатное покрытие. Вот посмотрите, я отрезала кусочек, чтобы показать вам эту нежнятину. Вот такой красавчик. Он очень нежный. И еще с этой стороны покажу. Посмотрите, какое пропитанное, мягчайшее тирамису. Не могу удержаться. Вкуснятина. Очень вкусно, нежно, все пропиталось, идеальное сочетание вкусов, вот попробуйте. И итальянцы знают толк не просто так, это один из самых популярных десертов в мире. При этом вы можете сделать, как я и говорила, сливки 500 мл, 250 граммов маскарпоне, или 500 граммов маскарпоне, 250 мл сливок. Если только на сливках будет у вас крем, он будет более нежный, более воздушный. С маскарпоне он более плотный, более такой вот тягучий. И так очень вкусно. Так что пробуйте, наслаждайтесь. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.